Одним из самых быстро растущих блокчейнов на крипторынке за последний год бесспорно стал Ton Open Network, который тесно сотрудничает с очень популярным мессенджером Telegram. Его TVL вырос более чем на 3000% с начала года, но самый активный рост экосистемы Ton в размере более 5000% пришелся на июль. Именно в то время на рынке начали набирать популярность тапалки, одной из которых стал Notcoin. Notcoin привлек значительное количество новых пользователей в сеть Ton и запустил тренд на создание приложений со слоганом Tap to Earn, ведь всего лишь за одно такое простое действие, как нажатие на экран, игроки получают токены, которые далее можно обменять на настоящие деньги. И только в этом месяце миллионы пользователей ждут запуск как минимум 3 крупных проектов, которые проведут листинг и раздадут участникам долгожданные бесплатные монеты. Среди этих проектов, конечно же, есть нашумевший Hamster Combat, самый ближайший из всех Catizen, а также копия недавно запущенного токена DOX Moneta Cats. И о каждом из них мы поговорим отдельно сегодня в ролике, чтобы заранее знать, чего ждать от предстоящих airdropов, а также четко понимать, что будет с ценой монет после листинга. Но также я вам расскажу и о других масштабных airdropах токенов экосистемы Ton, запланированных на эту осень, как, например, официальное приложение Telegram Major, игровая платформа с поддержкой от Binance Ton Station, очень спорный проект MemeFi, а также тапалка с отсылкой на Илона Маска и бывший Twitter X Empire. Данное видео 100% будет полезно не только для игроков этих приложений, а вообще для всех криптоинвесторов, ведь сейчас во время коррекционной фазы на рынке самое большое количество популярных новых проектов появляется именно на сети Ton, за счет чего я также отвечу на вопрос, как это повлияет на его будущую цену. И вы узнаете, сможет ли Toncoin построить огромную империю, будучи главным блокчейном для мини-игр в мессенджере Telegram, или же все эти игры просто-напросто локальный хайп, который со временем уйдет и обвалит цену Toncoin до нуля. Перед просмотром обязательно поддержите видео лайком, если вы желаете, чтобы мы снимали больше роликов про новые токены на блокчейне Ton и не только. И кстати, вторая часть с новыми монетами выйдет, как только вы наберете 2000 лайков. Вам заранее спасибо за поддержку и приятного просмотра, ведь вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, сегодняшнее большое видео про экосистему Toncoin было бы странно не начать с самой монеты Ton, особенно когда после недавнего ареста Дурова были опасения масштабного обвала цены. Тем не менее, еще тогда, когда Дуров был взят под стражу, редакторы нашего телеграм-канала выложили пост, где написали, что арест Дурова не поставит точку на Toncoin, и цена восстановится, как только вся эта шумиха утихнет, что в принципе и произошло спустя пару недель, ведь после тестирования минимума на уровне $4,5 цена уже успела восстановиться на 20%. И, кстати, подобные рекомендации, подборки перспективных монет, актуальные новости и вообще всю самую полезную информацию для каждого криптоинвестора мы ежедневно публикуем в нашем телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь и ничего не пропускайте. Как я сказал в начале, ключевую роль в росте Ton сыграли проекты, которые запускали и продолжают запускать на его сети. И работает данный принцип максимально просто. Ведь, например, когда разработчики приложений в экосистеме Toncoin создают свой собственный токен, а пользователи переводят его на кошельки или биржу, требуется оплата комиссий в Ton, что повышает спрос на монету, увеличивает сетевую активность, а также повышает количество активных новых адресов. По факту из-за этого принципа Ton и получил большой рост показателя TVL в середине апреля, и именно в то время начал набирать популярность Notcoin, который запустил тренд на все различные тапалки, и многие из них проведут airdропы и листинги монет уже в ближайшее время. Поэтому давайте же разберем, какие монеты появятся на рынке, а также чего от них ожидать. Начнем, конечно же, с Hamster Combat, ведь это, пожалуй, самый ожидаемый листинг не только в этом месяце, а вообще за всю историю крипты. Поскольку хомяк попал в лаунчпад на Binance, на прошлой неделе мы наконец-то получили токеномику с общей эмиссией монет и процентным распределением среди всех пользователей. Но хомяк был бы не хомяком, если бы все было как нужно. На сайте Binance Research указано, что общее количество монет составляет 100 миллиардов, но после листинга на рынке будет доступно только чуть более 64, ведь по прошлым заявлением хомяка 60% монет разделят среди игроков в первой фазе и по последним данным 15% во второй, которая пройдет неизвестно когда. В принципе, теперь мы хотя бы знаем общую эмиссию монет, но главная проблема остается прежней. Никто не знает, за что именно и сколько вообще токенов получат пользователи. То есть, если хотя бы с Notcoin было заранее понятно, сколько токенов получит каждый пользователь, ведь игровые монеты просто конвертировались в реальные, то с хомяком же ситуация другая. И как я говорил ранее, раздача будет зависеть
зависеть вот от этих пунктов. Но опять-таки неизвестно, сколько на самом деле монет получат игроки. Такая же проблема и с ценой. Ведь если ранее были прогнозы в $1, то сейчас мы понимаем, что это физически невозможно. Ведь тогда хомяк превысит капитализацию Solana. Исходя из этих проблем, а также большого недовольства игроков, которые просто устали смотреть эту бесконечную рекламу и выполнять задания, где также есть реклама, все ждут листинг только для того, чтобы продать свои монеты. Следовательно, о росте 26 сентября и речи не идет. Таким образом, как я вам еще говорил вот в этом последнем видео про хомяка, если у вас есть токены, то минимум 80% продайте сразу после запуска. Ведь как показывает практика, такие проекты как Hamster Combat умирают сразу после того, как монета появляется на рынке. Но при этом не забывайте, что все токены все равно раздадут бесплатно, что уже является большим плюсом. Тем не менее, перед хомяком, а именно 20 сентября, пройдет листинг также популярной игры в Telegram под названием Katizen. Буквально вчера стартовал лаунчпад Katizen на бирже Binance, на которой было выделено 9% от общей эмиссии монет в размере 1 миллиарда, в то время как на airdrop разработчики оставили 34%. Конечно, не так щедро, как у хомяка, но в данном случае и токенов гораздо меньше. Вывести токены из игры Katizen уже можно на 8 популярных бирж, без комиссий, а вывод на тон кошельки, наподобие TonKeeper, MyTonWallet или TonSpace, будет доступен с 19 сентября. При этом комиссия составит примерно 0,3 токена тон, и это то, о чем я вам говорил в начале. Для транзакций нужен тон, который пользователи активно покупают, тем самым поднимают его цену. Если сравнить Katizen с тем же хомяком, то это уже не просто тапалка, а полноценная мини-игра. И в принципе таких игр очень много в Play Market или App Store. Вот только в Katizen можно получать бесплатные токены, за что также можно поставить плюс. Но без скандалов здесь также не обошлось. После того, как недавно разработчики сообщили игрокам, сколько токенов они получат, многие остались разочарованы. Оказалось, что команда проекта изменила правила распределения токенов, не сообщив об этом заранее. Изначально речь шла о 43% токенов, которые уйдут сообществу. Теперь оказалось, что часть из этих 43% пойдет на другие цели, а игрокам достанется лишь 15%. Также разработчики изменили некоторые правила из-за ботов, которые накручивали показатели в игре. Теперь больше внимания уделяется реальной активности игроков, а еще некоторые пользователи столкнулись с тем, что если они заходят в игру ежедневно, то это могут расценить как подозрительную активность. Также это может коснуться тех игроков, кто активно проводил внутриигровые транзакции. Из-за таких скандалов цена на премаркете очень быстро упала, что также может отразиться и на самом листинге. Ведь сами понимаете, пользователи недовольны, они получают меньше монет, чем ожидали ранее, и сложно сказать, что после этого кто-то захочет покупать дополнительные токены по рыночной цене, из-за чего в день запуска резкая волатильность будет обеспечена. В данной ситуации я также советую придерживаться тактики продажи большей части монет, которые вам удалось получить бесплатно, а именно до 80%. И в любом случае у вас останется 20% монет, которые можно будет продать в случае роста, как это было с тем же ноткоином. Ну а далее я не думаю, что пользователи продолжат играть в Katizen без возможности получать токены, поскольку в играх Play to Earn всех всегда интересует только Earn. Хотя если Katizen реализует свой пункт из дорожной карты и запустит возможность заработка, то проект еще какое-то время поживет. Но у ноткоина были такие же обещания, вот только все становится понятно, глядя на его цену. Поэтому лучше продать токены с airdropа или лаунчпула, чтобы полученные средства направить в реально перспективные монеты в долгосрок, либо использовать их для заработка на движении цен. Ведь если вы не знаете, можно получить профит даже на падении того же ноткоина. И кстати, благодаря нашей подписке Coin22 Pro вы можете научиться правильно шортить монеты. Ведь, например, на падении рынка в начале недели участники Pro заработали от 85% на коррекции токена Optimism, потому что наши аналитики заранее предоставили точки входа в шорт и уровни для фиксации прибыли. Такие сделки публикуются ежедневно, а если вы новичок и ни разу не торговали, вам не стоит переживать, поскольку на старте вы получите пошаговое обучение и первые сделки будете открывать под руководством наших специалистов и поддержки 24/7, а эксперты по долгосрочному инвестированию подготовят для вас индивидуальный прибыльный криптопортфель из перспективных монет. Участие в airdropах — это безусловно популярное направление, но как показывает практика, только профессиональный трейдинг по заранее утвержденной стратегии и, конечно же, формирование сбалансированного портфеля являются самыми прибыльными способами заработка на криптовалюте. Поэтому, чтобы пройти качественное обучение и уже сегодня получить свою первую сделку, просто напишите нам по ссылке в описании.
Помимо хомяка и Кэтизен, в сентябре закроют запуск третьей монеты, которая называется Cats. Данный проект, если можно его так назвать, уже не является игрой, а это по сути больше похоже на мемкоин, и он является копией недавно запущенного DOX. Для тех, кто не знает, вкратце расскажу. По факту, чтобы получить токены Cats, вам не нужно тапать по экрану, ведь принцип раздачи зависит от возраста вашего аккаунта Telegram, наличия премиум подписки и активности в мессенджере. Учитывая эти факторы, начисляются очки в виде тех самых токенов Cats. Да, если в конце прошлого месяца вы участвовали в airdropе DOX, то вам может показаться, что это один и тот же проект. Но нет. Просто разработчики Cats решили не тратить свое время, а взяли уже готового бота и само мини-приложение, которое почти один в один копирует DOX. На данный момент на их телеграм-канал подписано более 12 миллионов человек, но что касается четкой даты запуска монеты, пока неизвестно. По последней официальной информации, листинг пройдет в сентябре, возможно даже после хомяка, когда на рынке еще останется ажиотаж на такие токены. В конце августа на BitGet открылся премаркет токенов. Тем временем OKX недавно объявила о совместной инициативе с проектом Cats, и в рамках их программы среди пользователей разделят $30 тысяч за выполнение разных заданий. Конечно, учитывая скромные масштабы проекта, надеяться на большой airdrop точно не стоит, и он сильно будет отставать от того же DOX. А также вы наверняка заметили, что с каждым запуском новых игр, а также приложений, шумиха постепенно утихает. При этом финальная точка у всех проектов одна и та же, а именно получение токенов и продажи их после листинга, что, кстати, произошло с DOX, ведь, как вы видите, монета потеряла около 50% после листинга. Аналогичная картина будет наблюдаться и у Cats. Тем не менее, зайти в бот, где вы на старте уже получаете токены, займет пару секунд, но после можно будет вывести токены для продажи, чтобы получить небольшое вознаграждение. Но, как я только что сказал, у Cats, скорее всего, будет самая минимальная раздача, ведь проект не развивался так активно, как многие другие. Следующий запуск пройдет уже в октябре, и первым из них будет листинг Major of Telegram. Это приложение также не является тапалкой, а выступает рейтинговой платформой, где участникам необходимо бороться за рейтинг и собирать звезды. По словам разработчиков, всего за 3 дня к Major присоединилось 4,5 миллиона игроков, и сейчас количество пользователей превысило 30 миллионов. Но что реально можно подметить, так это то, что Major поддержал официальный канал Ton Community, хотя он поддерживает далеко не все проекты Ton. Команда проекта планирует выпуск своего токена на базе блокчейна Ton, а пользователи смогут конвертировать полученные в игре Telegram Stars в токены Major. После листинга коэффициент конверсии будет определяться на основе показателей экономики игры и активности пользователей. Согласно токеномике, общая эмиссия составляет 1 миллиард Major, и 40%, то есть 400 миллионов, будут использованы для вознаграждения участников в игре. Ну а количество полученных монет наверняка будет зависеть от самого рейтинга. Конечно, его можно прокачивать за деньги, но главное правило любых подобных игр, которые мы еще детально разберем в конце видео, это никогда ничего не покупать перед запуском монет, ведь вы не знаете цену токена, а значит, инвестировать в него свои деньги максимально рискованно и чаще всего неоправданно. При этом получить бесплатные токены может каждый, и 1 октября их уже можно продать, так что за проектом Major можно понаблюдать. Далее в октябре, только уже 6 числа, пройдет запуск Ton Station. Это универсальная платформа для Web 2 и Web 3 игр со своим токеном Sun, а разработчиком этой игры является команда Sidos Heroes, которые создали множество разных игр, связанных с метавселенными, криптовалютой и Web 3. Принцип получения токенов, как и у всех, необходимо выполнять ежедневные задания. Чем больше выполнишь и чем больше будет твоя активность, тем больше токенов получишь на airdropе. И здесь я бы хотел подчеркнуть партнерство данной платформы, ведь Ton Station сотрудничает с Binance Smart Chain, Polygon, а также OKX. Фарминг монет Sun в приложении Ton Station закончится 4 октября, из-за чего те, кто еще не успел получить токены, могут это сделать до начала следующего месяца, ведь за этим последует листинг монеты на криптобиржах. Токеномика проекта пока еще не опубликована, но как будто бы на фоне крупных партнерств Ton Station является самым привлекательным, ведь если Sidos Heroes продолжат развивать платформу и внутри Telegram будут запускать реально достойные игры, то у проекта Ton Station может быть хорошее будущее. Но спешить с выводами я не буду, ведь сначала нужно дождаться листинга. А вот следующий проект является самым спорным из всех, поскольку он был замечен в рекламе сомнительных телеграм-каналов, которые продвигают мошеннические токены. Называется данный проект MemFi, листинг которого ожидается на 9 октября. Разбирать саму игру я не вижу смысла, но единственное скажу, что проект планирует выделить 90% монет для раздачи в airdropе. Но MemFi действительно очень спорный проект, ведь, во-первых, его создателем является бывший SEO приложения Iguverse, которое было запущено в начале прошлого года, но проект, откровенно говоря, соскамился, и вы прекрасно видите, что произошло с его ценой. И что самое главное,
MemeFi рекламирует у себя скам-телеграм-каналы, призывая на них подписываться, а уже эти каналы советуют покупать поддельные токены на DEX-бирже PancakeSwap, которые продать уже невозможно. Принцип обмана старый, но учитывая, что сейчас на рынок приходят новые пользователи с Telegram, пострадавший, конечно же, есть. Поэтому будьте максимально осторожны к рекламе, которую продвигает MemeFi, а лучше вообще никак не связывайтесь с этой тапалкой. Ну а закрывает наш сегодняшний топ и осенний листинг запуск токена X Empire. Это игра-кликер, и по механике она похожа на Hamster Combat, но здесь вместо хомяка нужно тапать на Илона Маска, чтобы прокачивать его уровень и увеличивать прибыль в час. За 2 месяца X Empire привлекла более 30 миллионов игроков. Фаза майнинга внутриигровых монет закончится 30 сентября, а листинг токена запланирован на 15 октября. И, к сожалению, токеномикой создатели X Empire еще не поделились. Проект очень сильно копирует хомяка. У них даже есть свой YouTube канал, на котором проект также зарабатывает с монетизацией. Также у проекта есть премаркет в виде ваучеров, которые уже можно купить за тон, чтобы после номинал ваучера конвертировали в токены. Но учитывая, какая история была с этими ваучерами у ноткоина, то я не советую вам ничего покупать, пока не пройдет листинг и мы не узнаем цену, а также реакцию рынка на саму монету. Как вы видите, все эти проекты между собой очень похожи, при этом их популярность связывает только одно, а именно желание получить бесплатные токены. То есть разработчики изначально не ставят цели на долгосрочное развитие, потому что прекрасно понимают, что игроки придут, поклацают, получат свои токены и уйдут. В очередной раз приведу пример с ноткоином, но если говорить о влиянии на экосистему ТОН, то оно остается положительным, ведь в любом случае новые проекты привлекают новых пользователей и повышают активность сети, что отражается на цене. Конечно же, самым главным победителем в этой всей истории выходит ТОН. Такие игры как Хомяк физически не могут обеспечить долгосрочный рост после листинга. Например, в экосистеме Ethereum также есть много разных проектов, которые положительно влияют на эфир, но сами по себе эти проекты долго не живут. С Тонкоином такая же история, ведь он остается главным токеном в экосистеме. Его долгосрочный рост поддерживает увеличение TVL и активные адреса пользователей. Также данные Sentiment показывают, что количество адресов китов, которые держат от 1000 до 100 тысяч тонн на данный момент, составляет 1200, что является самым высоким показателем за последние 30 дней. Запуск новых токенов стал одним из крупнейших факторов роста для Toncoin. Сеть пробила максимум ежедневных активных пользователей, превысив 1,1 миллион. На прошлой неделе Toncoin достиг пика активности, ожидая, что новые токены добавят рост. Начиная с июня Toncoin уже удвоил количество холдеров, насчитывая более 60 миллионов активных инвесторов. Но для Toncoin постоянно выпускаемые мем-токены имели меньший эффект по сравнению с монетами игр с функцией Tap to Earn. Следовательно, в будущем TON может стать главным блокчейном по мини-приложениям с функцией заработка, но в данной ситуации все зависит от игр. Если в Telegram реально будут добавлять интересные мини-инди-игры на базе TON, наподобие 3 в ряд, которые так скачивают миллионы игроков, то он может превратиться во ВКонтакте образца 2012 года, когда в соцсети было огромное количество разных игр, которые приносили профит с донатов, а также рекламы. Поэтому, отвечая на вопрос, стоит ли инвестировать в TON, я отвечу да, ведь данная монета у меня в портфеле есть, я ее часто покупаю. И в целом сейчас на рынке нет проектов, которые бы составили конкуренцию Toncoin, поэтому я думаю, что TON спокойно займет эту нишу и будет привлекать все больше новых пользователей, особенно с поддержкой Telegram. Но также я бы хотел сделать большое предупреждение касательно всех тапалок. Как мы разобрали на протяжении сегодняшнего видео, эти проекты очень рискованы, потому что они не имеют внутренней экосистемы, своего блокчейна или какой-то полезности. Ведь по факту они выпускают токены, придумывают пользователям задания, потом эти токены раздают, а игроки эти токены продают, тем самым не оставляя никакой надежды на дальнейшее развитие проекта. Также особое внимание обращайте на задания, которые публикуют тапалки, ведь они могут рекламировать абсолютно все, начиная от скам-телеграм-каналов, заканчивая непонятными токенами, которые после покупки невозможно продать. И мое отношение к тапалкам и к подобным играм заключается в том, что если у вас есть свободное время, то вы, конечно же, можете его потратить на получение токенов, чтобы после их продать. Но главный мой вам совет – это ничего не покупать. Ни ваучеры, ни монеты после запуска, ни другие дополнительные функции. Ведь, как я уже сказал, это максимально рискованно. И думаю, вы это прекрасно понимаете. Также сейчас есть информация, что Дуров начал сотрудничать с правоохранительными органами Франции. Но опять-таки это на систему Toncoin особо никак не повлияет. В будущем это больше может затронуть политику Telegram. Но, честно говоря, эта тема уже для отдельного видео. И если действительно пройдут какие-то весомые изменения по этому поводу, то вы узнаете об этом первыми в нашем телеграм-канале. Так что подписывайтесь, не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. В комментариях оставляйте ваши вопросы и мнения касательно видео. И увидимся
увидимся очень скоро. Вам желаю удачи, до скорых встреч!